Ну вот что может быть общего у смартфона и компьютера? Да, это режим компьютера, потому что владельцы Samsung, они знают, что у них есть DeX режим. Это прям вот очень круто, они там прям очень сильно хвалятся, но почему-то они думают, что это настолько эксклюзивная функция, нигде ничего подобного нет. Нет, есть в Motorola Ready 4, да, допустим, в Huawei это там и есть Magic Desktop или Easy Projection, в зависимости там Huawei или Honor, да, а в пикселях есть стандартный, самый стандартизированный Android Desktop, так называемый. Это самый-самый базовый Android Desktop и при этом самый, скажем так, стабильный. Но при этом это полноценный мини-ПК. То есть для людей, которым не важно какие-то супер-мега игровые функции, хотя поиграть во что-то можно, то это полноценно работающий компьютер. И это вот та фишка, которой нет в айфонах. В айфонах в Apple, например, они могут взять на мобильном ПЦ, представить отдельный ноутбук и продать его за 600 баксов, никому не нужный, да, на ПЦ от iPhone 16, который ничего не может. Либо в божественном андроиде ты включил и получил режим компьютера. Многие скажут, да нет, это невозможно, сейчас это только в Samsung фишка. Давайте вот так вот я вам сейчас показываю, смотрите, я беру хаб с HDMI, включаю, смотрите, я включил. Смотрите, у меня появляется компьютер, либо дублирование экрана. Все так привыкли к этим дублированиям экрана. И у нас включается вот такой вот режим реального компьютера. С поддержкой мышки, мультиоконности, с поддержкой клавиатуры и действительно с работой приложений в десктоп режиме. То есть это классная тема. Я отключаю. Я вам сейчас объясню, для чего это нужно и кому. Например, я перестал полностью с собой брать ноутбук. Есть мобильные, ну, здесь стоит стационарный монитор, есть мобильные мониторы, да, размером там, от 11, там, от 10 дюймов до 16, которые ты кинул в машину, он как планшет, по факту. Даже через USB-граббер в обыкновенный планшет я могу вывести полноценный режим ПК. И сегодня мы с вами познакомимся, что же такое, так очень бегло, что такое Android Desktop, насколько он божественен и некоторых функциях, которых нет даже, допустим, в Samsung DeX, например, использование камеры, свободное использование смартфона во время использования в режиме компьютера, да, использование камеры в режиме компьютера, это два разных устройства, получается, он работает в такой режиме мультизадачности, которая, ну, действительно очень-очень крута. Поэтому сегодня у нас беглое знакомство с Android Desktop, пускай яблочники облизываются, смотрят и сейчас в комментарии пойдут и начнут орать за то, Android через год лагать начнет. Ничего не лагает, кстати. Вторая камера у нас снимает, это Google Pixel 8 Pro, который работает уже, дай бог, 2 года. И вообще ничего там не делает. Кстати, там Android 17. На текущий момент на 10 пикселе Android 16. И будут вот сейчас яблочники на пена изо рта исходить, что оно им нафиг не надо. А если у них это сделают, они скажут, что это инновация, нигде такого больше нет. Мы знаем таких яблочников, красавцев. Ну а для того, чтобы активировать этот режим, то, конечно же, нужны какие-то хабы элементарные, да, либо там просто кабели Type-C на HDMI, именно DisplayPort Type-C на HDMI, то мы вам в описании под видео закинем таких хабов. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Технозон. Так, друзья, начинаем с того, что мы с вами видим DeX. Он сейчас работает в 4К режиме. Я специально показываю, что он конкретно 4К. И это вот чистый Android режим. У нас есть вот такая вот панель уведомления, полная панель уведомления, при том, что мы можем классно на часах открывать управление часами, и это конкретно многооконность, она эталонна, она самая стабильная, в отличие, допустим, от DeX, или если там возможны какие-то везде моменты, то здесь все будет работать шикарно. И начну с того, что здесь есть режимы погружения для работы, например, с мышкой в играх. Ну, как пример Minecraft, да, допустим, там возьмем какой-то там Minecraft. Переключение Ctrl-пробел, он отлично справляется, он отлично распознает клавиатуры, мышки. У нас есть режимы с вами, смотрите, развернуть, изменить размеры, подключение, то есть погружение. Мы можем нажать подгружение, и у нас будет с вами полноценный, именно полноэкранный режим для игр.
с мышкой и клавиатурой, которые это поддерживают. Например, War Robots и тому подобное. Но я вам скажу, так как режим этот сейчас еще новый, то необходимо, чтобы приложения включали поддержку этого самого полноэкранного режима, именно в поддержку в самом приложении. Потому что, например, тот же самый Minecraft, он имеет полную поддержку. Это у нас получается полноценное приложение. Так, давайте Shift. Полноэкранное приложение с полной функциональностью мыши и клавиатуры. По факту мы можем сделать здесь все, что нам заблагорассудится, все что угодно, и играть без каких-либо тормозов. Потому что, ну извините меня, в Google Pixel 10 Pro XL, поназывали, конечно, как китайцы. Достаточно мощный процессор, несмотря на то, что это Tensor G5, да, то есть, это все фигня, работает. Чтобы выйти, нам достаточно нажать Escape, развернуть и закрыть по факту эту игру. Все вышло, все хорошо, но есть еще один прикол. Дело в том, что в отличие от других таких моментов, у нас полностью рабочий, ну вот у меня сейчас этот рабочий стол пишется, у нас полностью рабочий смартфон, вам не нужно ничем управлять, вы можете открыть какой-нибудь, допустим, свой там мессенджер, и мало того, вы можете даже совершать звонки. И сейчас мы позвоним Лисичке, и в принципе сейчас вот, кстати, она на экране, мы открыли Google Chrome и работаем. Лисичка, привет, ты меня слышишь? Смотрите, мы разговариваем. Да, привет, спасибо, давай, аривидерчи. И получается у нас, видите, я полноценно работаю в Canva. Кстати, Canva для меня это один из показателей того, там слабые планшеты ее не тянут нормально. А здесь мы берем и, допустим, редактируем полноценно в браузере. Даже не в приложении, в браузере мы имеем полноценную Canva с вот полной функциональностью десктопного компьютера. Потому что видите, сколько у меня вкладок открыто. И это тоже работает без проблем. То есть не дексом единым, допустим, у нас, скажем так, живет народ. Что у нас еще интересного именно как в режиме ПК? То есть можно работать практически с любыми приложениями. То есть мы говорим про то, что здесь у нас многоэкранный режим, допустим, те же самые Microsoft Word, Microsoft Excel, они будут работать в практически десктопном режиме. Давайте Microsoft Word откроем еще. Если у вас есть, допустим, полноценный Word и Excel, то есть они будут работать именно в десктопном режиме, тоже без каких-либо тормозов. При том, что здесь, конечно же, погружение сделать нельзя. Здесь можно изменить размер, допустим, поставить его влево. На эту можем поставить, допустим, его развернуть. Вот, пожалуйста, мы когда наводим, поставить влево-вправо, и у нас вот такой вот многооконный режим. Смотрите, насколько это все удобно и классно работает с пониманием клавиатуры. Я на Backspace нажал, стер, клавиатура неудобна у меня здесь. Короче, старый Ugreen с непонятной для меня раскладкой. И это полноценные конкретно Word и Excel. Вы можете действительно их полноценно использовать. Конечно же, вы можете окна сами по себе мультиокна перетаскивать, и это вот такое вот у нас с вами знакомство. По мультимедийности, конечно же, такие решения никогда не заменят, например, полноценные ТВ-боксы. Если я запущу, например, тот же самый Netflix, включу какой-нибудь фильм в нем, ну давайте там любой фильм, то мы получим с вами черный экран. Потому что Netflix включает защиту, здесь защита HDCP, и по факту вот это вот отличие между ТВ-боксом и вот, короче, смартфоном, подключенным через HDMI. Нет, потому что здесь DisplayPort по факту. А с появлением мобильных версий, например, того же самого Photoshop, да, мы можем с вами здесь даже работать немножко с фотографиями. Здесь и Lightroom есть, и все остальное. Но у меня сейчас 4К не совсем видно, да, там мы можем что-то с ним делать, и огромное количество всяких моментов. А вот то, что действительно уникально, это, например, я вам сейчас даже это все сниму, я вам объясню. Это использование Google Meet, например, камеры вашего смартфона одновременно. Смотрите, у вас смартфон свободен, вы можете им оперировать, но при этом будет использоваться камера вашего смартфона, например, для Google Meet.
Это прям шедевральная опция, которая вот утирает нос там очень многим таким решениям. То есть, когда у тебя полноценный смартфон без ограничений, ты используешь камеру смартфона с дополнительного рабочего стола вот этого вот режима компьютера и при этом оперируешь своим смартфоном. Это прям шикарная тема, которая мне очень сильно понравилась. Я уже не говорю там про режимы мультиоконности, когда ты можешь там разместить огромное количество мессенджеров, одновременно в них переписываться, и при этом все равно твой смартфон будет свободен. То есть у тебя там есть Telegram отдельно, есть, допустим, отдельно Viber, ты можешь открыть еще WhatsApp, огромное количество мессенджеров, и все, и все равно у тебя смартфон свободен. Это отлично. Для чего можно использовать? Да, практически как печатную машинку для полноценной работы с PDF-файлами, кстати, можно работать очень даже неплохо, потому что Adobe Acrobat на вот таком вот смартфоне вот с некоторых пор работает идеально. Я сейчас открою, вот мне присылали резюме на работу в моей студии, да, там я могу спокойно с PDF-ами работать, открывать и даже редактировать при наличии определенного софта для редактирования PDF. То есть для меня вот это вот момент того, что мы никогда не достигнем на Apple, по факту. Там вам втюхают вот этот вот ноутбук за $600 с мобильным процессором, но при этом не сделают режима этого самого компьютера в вашем iPhone. А здесь ты подключил, у тебя отдельно смартфончик, отдельно режим ПК. Тебе не нужно с собой таскать ничего огромного. Ты в любом отеле, ты можешь с собой возить мобильный монитор, по факту. Ты подключил, у тебя есть и маленькую мини-клавиатуру с DeX, да, с каким-нибудь DeX-станцией, либо с каким-нибудь переходником. И ты имеешь полноценное мобильное решение. Полноценный мобильный ноутбук, извините меня за какие-то маленькие деньги. То есть ты все равно покупаешь крутой смартфон, все равно ты его используешь где-нибудь. А тут тебе не нужно ничего морочить себя. При том, что смотреть, например, те же самые Мигуго вам никто не запрещает, пожалуйста, смотрите. Главное стартануть его в браузере, а там уже перейти и авторизироваться, либо вообще удалить приложение и смотреть в браузере. В браузере вы тоже сможете просматривать фильмы без каких-либо ограничений, то есть это тоже все отлично срабатывает. По поводу игр. Игр, конечно, пока еще мало для полноценных режимов, именно компьютерных режимов под клавиатуру и мышь, но они есть, некоторые есть. И как мы видим, сразу же, например, тот же самый War Robots увидел, что у меня подключены клавиатура и мышка, и их, в принципе, инициализировал. И я, опять же, играю в War Robots с клавиатурой, с мышкой, и мой смартфон, опять же, свободен, где я могу им оперировать отдельно в каких-нибудь мессенджерах, либо чатах, либо вообще видеоконференц-связь включить и с кем-то разговаривать по видео. И вот достаточно мощный для того, чтобы справиться с этой задачей. Я вам могу сказать так, что с развитием у меня сейчас есть Google Pixel 8 Pro уже с 17-м андроидом на бета 2, и там это все еще интереснее. Пока оно все работает еще в таком моменте в сыроватом, то есть в Pixel 10 на андроиде 16 это уже работает идеально отточено, и это будет прям основным моментом в будущем, когда мини-ПК, там какие-то переносные, допустим, решения компьютерные перенесутся уже на смартфоны, то есть, например, те же самые смартфоны Snapdragon Elite 5, да, вернее, Snapdragon Elite Gen 5. Извините меня, там это уровня каких-нибудь ARM ПК. Я думаю, со временем мы получим развитие огромное этих всех дел. Давайте мы сейчас выйдем из игры. Мало того, здесь есть игровая консоль, есть YouTube Lite, можно транслировать сразу свой геймплей, пока смотреть счетчик частоты кадров. А с остальными играми вы можете взаимодействовать с геймпадом, который вы можете подключить к смартфону. И опять же, вот, пожалуйста, я сейчас играю в Snake.io Netflix версию, да, которая есть, и уже играю на своем геймпаде. Шикарно притом играю на полноэкранном режиме. И, кстати, все остальные игры, которые поддерживают геймпад, тоже будут работать, если у них есть поддержка полноэкранного режима. Видите, у меня здесь есть различные дополнительные столы. Я могу открыть еще один рабочий стол, переключать между рабочими столами. На этом рабочем столе у меня сейчас открыто 3 экрана. Я могу очистить все. То есть у нас есть еще мультиоконность в плане того, что у нас есть еще разные рабочие столы. Я могу открыть этот рабочий стол,
могу открыть вот этот вот рабочий стол, как мы видим, да, то есть есть еще такие моменты не только мультиоконности, а еще и мультирабочих столов. Кстати, вот эта вот фишка очень-очень даже уникальная фактически. Оставим чистый рабочий стол. А вот во что я люблю играть, так это в полноценный десктопный Hearthstone. Давайте полностью играть нажимаем. Скинем пару картинок, пока еще грузится в фоне. Я только-только установил. Именно на этот смартфон у меня просто вот есть еще один. Частота смены кадров на минимальной. Давайте максимальную поставим. Давайте, чтобы оно у нас было плавненькое все. Если вы думаете, что не потянет, очень даже потянет. Смотрите, плавная игра, отличные переходы. И при этом это полноценная десктопная версия. Ну, те, кто знают разницу между мобильной и десктопной версией, они, в принципе, понимают. Реализация десктопной версии идет в планшетном виде. То есть здесь, видите, режим погружения, мышкой я оперирую. Давайте что-нибудь возьмем вот так вот, сделаем вот такую вот штуку, раскопаем какого-нибудь дракона. И пойдем дальше. Слушайте, ну, на этой ноте хотел бы я закончить. Ну и что, могу вам сказать так, что в 2026 году уже грань между, допустим, тем же самым Android-смартфоном, каким-то мини-ПК, какими-то ноутбуками, она начинает стираться. Вам достаточно иметь беспроводную мышку, беспроводную клавиатуру, мобильный монитор, хаб, элементарный Type-C хаб, и у вас есть полноценный компьютер, да, без каких-либо там игровых намека на серьезный игрогейминг. Но стандартные там соцсети, документы, браузинг, допустим, посмотреть кино в браузере. Пожалуйста, смотрите, пожалуйста, работайте. Очень интересная фича, чисто информационное видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.